суток, дорогие рукодельницы! В этом видео я поделюсь с вами процессом вязания спицами домашних слитков ленивчики. Ленивчики я их назвала потому, что они выполняются очень быстро. Если вы знаете, как вязать лицевую и изнаночные петли, и вы без проблем свяжете такие интересные и в то же время легкие слитки на спицах. Для вязания я использую пряжу Alize Lana Gold. Это полушерсть, 100 грамм, 240 метров. Вязание я выполняю одинаковое количество петель и там, количество рядов выполняю также одинаковое, но смотрите, на что обращу ваше внимание. Эти однотонные я вязала на одних спицах 3,25, это пластиковые, а вторые я вязала также спицы 3,25, это китайские, они металлические, пряжа скользит больше, поэтому размер получился больше. Однотонные у меня на размер 36-37 получились, а которые будем вместе с вами вязать, они у меня получились на размер 38-39. И смотрите, вот она, лицевая гладь и платочная вязка очень хорошо тянутся. Процесс вязания спицами этих слитков следующий. Набираю петли, в данном случае по 65, затем 16 рядов платочной вязки, после чего смена нити. Здесь выполняю вязание уже лицевой гладью. Определяем центральные 11 петель, на них выполняем узор. Здесь петли с этих сторон уменьшаются, затем сшиваем и слитки готовы. Берем пряжу, спицы, приступаем. Беру пряжу, 2 спицы и традиционным способом набора выполняю набор общего количества 65 петель. Выполнив набор петель, конечно, приступаем к вязанию. Итак, вязание первого ряда. Первую петлю кромочную снимаем. Все петли вяжем лицевыми. В завершении первого ряда лицевая, лицевая, последняя петля кромочная, выполняем ее изнаночная петля. Вязание разворачиваем. Вязание второго ряда. Также первую петлю снимаем и вяжем петли лицевыми. Я вязание выполняю свободно. В завершении вязания второго ряда также лицевая, лицевая и последняя петля кромочная. Вяжем ее изнаночная петля. Вязание разворачиваем и дальнейшее вязание повторяем эти два ряда. То есть всего выполняем вязание 16 рядов платочной вязкой. При этом на что обращаю ваше внимание, где хвостик нити, это начало ряда первого, третьего и так далее, то есть нечетного ряда. Выполнив вязание 16 рядов, хвостик наборной нити находится с этой стороны. И смотрите, как можно еще проверить. Считаем ряды изнаночные с бугорками. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 умножить на 2 как раз и получается 16 рядов здесь выполнено. Далее пряжу я буду менять на другой цвет, а эту нить я отрезаю и делаю ее подлиннее, поскольку в дальнейшем выполняться будет шов здесь, этой нитью. Ну, примерно вот на таком расстоянии я ее здесь оставляю. Затем беру пряжу второго цвета и в этом месте делаю узелок, привязываю ее.
Дальнейшее вязание рядов будет выполняться пряжей уже другого цвета и лицевой гладью. То есть лицевые ряды, лицевые петли, изнаночные ряды, изнаночные петли. И для начала вязания желтым цветом мне следует выбрать 11 центральных петель. Как это отсчитать? Общее количество 65, минус 2 петли кромочные в начале и в конце, получается 63, минус 11, получается 52, и 52 делю на 2, эта часть и эта часть, получается 26. То есть мне следует провязать кромочную, 26 лицевых и будут центральные 11 петель. Выполняем. Выполняем вязание, кромочную первую снимаю и считаю 26 лицевых петель. Вязание 26 лицевых петель я выполнила. Теперь вязание центральных 11 петель. Как выполняется? 3 петли вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид и 3 петли вместе лицевой. Так мы выполнили вязание 11 центральных петель. Здесь остается у нас 26 петель, их выполняем лицевыми, и кромочная петля, изнаночная петля. Выполняем вязание первого ряда до конца. Вязание второго ряда желтым цветом. Первую кромочную снимаю, и все остальные петли выполняем вязание изнаночные петли. Выполняя вязание изнаночных рядов, накиды выполняем изнаночная петля, изнаночная петля. Выполняем вязание до конца. Итак, первые 2 ряда желтым цветом мы выполнили. И смотрите, на что обращаю ваше внимание. В первом ряду мы 1 петлю убавили. С каждым рядом до вязания центральных 11 петель количество петель уменьшается на 1. То есть, если в первом ряду у меня было 26, в третьем ряду я должна выполнить 25. В пятом ряду получается, значит, 24 петли и так далее. Что здесь можете сделать? Если вам вот эти вот 3 петли вместе не видно, поставьте в этом месте маркер. 3 петли вместе, на шаг в правую сторону и маркер ставим. То есть до этой отметки я выполняю вязание, в моем случае кромочную снимаю и 25 лицевых петель. Кромочную петлю снимаю, и смотрите, расположение петель лицевых у меня расположено так. Почему? Потому что изнаночные петли я выполняю вязание бабушкиным способом. Поэтому здесь я в третьем ряду лицевые петли выполняю за заднюю стенку петли. И также вяжу свободно. Выполнив вязание до маркера, в моем случае это кромочная и 25 лицевых петель, вязание центральных 11 петель. Выполняется вязание точно так же, как и в первом ряду, только обращаю ваше внимание на расположение петель. В моем случае они расположены так, и поэтому я захватываю 3 петли за заднюю стенку петли. 3 вместе лицевой, накид, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой, это центральные петли, накид, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой. С этой стороны у нас остается также
25 петель, выполняем их вязание лицевыми, и последняя кромочная изнаночная петля. И таким образом выполняется вязание далее. Здесь центральные петли, они так и выполняются друг над другом, а это количество петель уменьшается на одну. Вязание изнаночных рядов при этом выполняются все петли изнаночные, так как мы вязали во втором ряду. Выполнив вязание 14 рядов желтым цветом, смотрите, что получается. С этой стороны количество петель уменьшается, с этой стороны точно так же. И центральная часть выглядит так. Количество рядов мы также можем просчитать здесь. Количество отверстий считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 на 2 – 14. И еще выполняем 2 ряда по такому же принципу, только в центральной части накиды не делаем. Выполняем вязание до этого места. До центральной части я вязание этого ряда выполнила. И теперь центральная часть 11 петель. 3 вместе лицевой, 1 лицевая, без накидов. 3 вместе лицевой, 1 лицевая и 3 вместе лицевой. Вязание этого ряда выполняем до конца, затем изнаночный ряд, все петли изнаночными. Итак, вот что у нас получилось. Теперь петли следует закрыть. Закрываем тоже простым способом. Первую петлю снимаю, следующую вяжу лицевая, на лицевую, первую петлю опускаю. Следующую вяжу лицевая, на первую опускаю. Лицевая, на нее опускаю. Так выполняю закрытие всех этих петель. В завершение закрытия петель провязываю, опускаю и через эту петлю рабочую нить протягиваю и отрезаю ее достаточно длинной для того, чтобы вставить в иголку и выполнить сшивание этой части. Сшивание я выполняю следующим образом. Складываю изнаночной стороной внутрь. Так, и начинаю соединять на лицевой стороне. Сшивание я выполняю в прокол с одной стороны и с другой стороны. Аккуратно нить протягиваю. Самое главное, я ее здесь не затягиваю. Я соединяю таким образом, чтобы шов был плоский. Выполнив сшивание одним цветом, вывожу на изнаночную сторону и здесь уже делаю узелок, дополнительно нить фиксирую и отрезаю. Затем беру пряжу уже второго цвета и точно так же продолжаю соединение здесь, без узелков, так, чтобы шов был плоским. Выполнив сшивание до подошвы, теперь выполняем следующим образом. Для начала нам нужно найти примерно середину, 3 вместе, и примерно середина здесь. Здесь я ставлю маркер, складываю пополам и стараюсь сшивание выполнять таким образом, чтобы этот шов и этот шов вот были примерно так. Соединение на подошве тоже старайтесь, чтобы был плоский шов.
И на этом все. Вязание спицами слитков мы с вами выполнили. Для обозначения левый и правый, конечно, можете использовать украшения. Это могут быть цветочки, бусинки, стразинки, то есть украшения полностью на ваше усмотрение. Если понравилась идея вязания данных слитков и сам процесс, конечно же, ставьте класс к этому видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите комментарии, какие идеи, украшения, возможно, какие-то дополнения к этим слиткам вы придумали в процессе вязания. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!